Всем привет, дорогие зрители, подписчики, а также гости моего канала. Я сегодня хочу рассказать об урожайности американского кишмиша Аватар на горизонтальной шпалере. Речь сегодня пойдет о виноградном кусте, которому 4-я вегетация в этом году весной, который посажен на постоянное место. В данном случае куст привитой, подвой у него Кобер 5ББ, видим здесь место прививки, и у нас поднимается один вертикальный штамп, который расходится здесь на два рукава. Один в одну сторону, другой в другую сторону. Забегая наперед, скажу, что более 80% всех наших побегов несут в себе соцветия. Я осенью делал более относительно длинную обрезку, примерно на 4-6 почек, с таким расчетом, что при первой нормировке можно было из чего выбрать. Также видим, что здесь, на примере давайте одного из плодового звена, посмотрим на его плодоносность. В данном случае видим здесь один из плодовых звеньев, обрезанный у нас здесь 1, 2, 3, 4, 5 на 6 почек. Из 6 почек у нас развились здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 побегов. И все 8 побегов у нас с соцветиями. Давайте посмотрим на соцветие. Видим, у нас первый побег. Здесь есть соцветие. Второй побег также самое с соцветием. Третий побег также есть соцветие. Здесь видим тоже у нас с соцветием. Здесь видим также есть соцветие. Здесь, пожалуйста, соцветие. И здесь у нас соцветие. И здесь также самое есть соцветие. Даже в том случае, когда с одного побега развивается, с одной почки развивается двойник, оба несут в себе соцветие. В данном случае такого количества зеленых побегов для нас много, но когда есть из чего выбрать, всегда приятно. Давайте посмотрим на примере другой плодовой стрелки. В данном случае плодовая стрелка обрезана на 1, 2, 3, 4, 5 почек. И точно так же здесь видим, что побеги несут в себе соцветие. Здесь соцветием, здесь, пожалуйста, здесь. Первый побег точно так же несет в себе соцветие. Видим, здесь тоже есть соцветие. Но на данном этапе при формировке нам нужно будет оставить самый первый побег, который развивается как можно ближе к основанию нашего рукава, чтобы плодовые стрелки не удлинялись. А из оставшихся нужно будет выбрать один самый лучший, который сформировался. Но в данном этапе нужно будет делать небольшой запас с таким расчетом, что при механических наши побеги еще хрупкие, они могут еще повредиться, то есть при ветре или пока наши побеги окончательно не лягут на горизонтальную плоскость. Давайте я бегло проведу по всему виноградному кусту. Кому интересно, можете нажать на стоп-кадр и посмотреть. Да, конечно, встречаются и холостые побеги, но те побеги, которые несут соцветие, их достаточно много, чтобы сделать хорошую нормальную нагрузку. В данном случае я на данном кусте винограда в прошлом году тоже также получил хороший урожай. И в этом году на 4-ю вегетацию данный куст относительно входит в свое оптимальное плодоношение. И точно так же в этом состоянии он будет находиться и в остальные годы. Это все, что я хотел сегодня рассказать. Всем пока, до новых видео.